Всем привет! Сегодня я хочу показать вам ошибки, которые допускают практически все новички и даже очень многие опытные тренирующиеся в тренажерном зале. Выполняя упражнения неправильно, вы не только не получите тот эффект, который могли бы, но и со временем, вполне возможно, это может привести вас к травме. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы сэкономить время и сохранить свое здоровье. Ну и хочется начать с самого популярного упражнения, это жим штанги лежа. Я очень часто вижу подобную технику выполнения у всех новичков. Они слишком высоко опускают гриф на уровне шеи. Такая техника вредит плечевым суставам. В 90% случаев со временем могут начаться проблемы. Плечевой сустав очень уязвим. Ни в коем случае нельзя так делать. А обязательно нужно опускать гриф ниже, примерно на середину груди или даже ближе к солнечному сплетению. Подобной техники нагрузка на плечи будет меньше. Да, начнет подключаться трицепс, но это лучше, чем через какое-то время начать испытывать проблемы с плечевым суставом, которые участвуют практически во всех упражнениях. На спину, на руки, на что угодно. Вы не сможете нагрузить ничего, кроме ног. И то, с ногами тоже могут начаться проблемы. В первую очередь нужно думать о здоровье и о безопасности при тренировках. Вторую ошибку, которую я очень часто вижу в зале, и вы тоже наверняка видели много раз подобное, это махи в стороны, когда кисть находится значительно выше локтя, нагрузка ложится на трапецию, это подключается не так сильно. Очень часто еще начинают делать какие-то рывки, поднимать руки выше параллели пола, хотя в этом нет никакого смысла. При правильной технике выполнения выше параллели поднимать не нужно. Также обязательно локоть должен находиться немного выше кисти. Именно это подключит максимально среднюю дельту в работу. Третье – это разгибание рук с верхнего блока для трицепса. Трицепс у нас отвечает за разгибание предплечья. И нам нужно постараться зафиксировать локти. Очень часто можно увидеть, как у новичков они ходят вверх-вниз, они выполняют движение корпусом, спина сутулится. Нам нужно постараться всего этого избежать. Спину держим ровно, локти прижали к корпусу, зафиксировали и работаем только предплечьем. Прежде чем мы продолжим, я хочу вас обязательно попросить подписаться на канал, нажать колокольчик, выбрать все уведомления. Только так вы сможете не пропустить новые полезные информативные видео. И обязательно, конечно же, поставьте лайк этому видео, если вы узнаете из него что-то новое. От трицепса перейдем к бицепсу. Очень часто, что со штангой стоя, что делая сгибание с нижнего блока, одни и те же ошибки у большинства. Это подъем локтей вперед, соответственно, подключаем переднюю дельту, нагрузка с бицепса уходит. Также чрезмерно большой вес очень часто ставят ребята и начинают помогать всем корпусом, поясницей, нагрузка ложится на нее. Вполне возможно, если у вас есть какие-то проблемы со спиной, либо даже если их нет, вы можете их заработать в будущем. Поэтому снизьте вес отягощения, точно так же зафиксируйте локти. У нас работать должно только предплечье. Предплечье сгибается в локтевом суставе. Так работает бицепс. Ну и напоследок хочется поговорить о приседаниях. Это очень эффективное упражнение, но сложное в плане техники. Я бы рекомендовал вам не торопиться и постепенно по чуть-чуть подходить к нему. То есть потратьте несколько тренировок именно на то, чтобы выучить правильную технику. Только после этого начните добавлять какие-то веса. У нас спина должна быть ровной, ни в коем случае нельзя сутулиться. Колени не должны сильно уходить вперед. Когда вы поднимаетесь с верхней точки, ваши колени не должны выключаться. То есть полностью разгибать их и расслаблять на секунду ни в коем случае нельзя. Мы оставляем небольшой сгиб в коленном суставе. Стопы должны стоять очень хорошо на полу, ни в коем случае не заваливаться вперед или в сторону, вовнутрь, как очень часто можно увидеть у новичков. Центр тяжести желательно сместить на пятки. При всех этих условиях это упражнение вам никогда не навредит, только из него вы сможете получить пользу. Ни в коем случае не гонитесь за весами, потратьте время, потратьте месяц-два на то, чтобы выучить правильную технику. С этой техникой ваши тренировки будут намного эффективнее, вы сэкономите в будущем больше времени, чем изначально начнете вешать большие веса и делать упражнения неправильно. Плюс ко всему вы не травмируетесь. Спасибо, это основное, что я хотел до вас донести в этом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока. With